дождей Гуре я очутился в солнечной Италии. В этот раз не будет соревнования в классическом понимании, а будет просто трейл. Трейл на гревелах на 440 километров, 5000 набора. Будет приключение. Погода супер, 22 днем. Сейчас солнечно, может быть будут дожди. Ночью 17-18. Я уже забрал стартовый пакет в таком большущем лагере. Вот мой маршрут на ближайшие 4 дня. Стартуем мы в городе Вентурино. Это недалеко от Пьомбино. Там я оставил семью. Они на пляже сегодня уже купаются. Поедем немножко по побережью. Вот здесь обещают на 75 там километре вроде как. Да, это будет 75 километр. Дегустация вина. Нельзя пропустить. И потом поедем вглубь страны. Где трасса? Весь маршрут проходит по гравийным дорогам. Некоторые из этих дорог частные и обычно закрыты. Только на эти 4 дня будут открыты для участников этого пробега. Мой универсальный велосипед, который может превращаться в шоссейник, гревел для грязи, гревел для просто сельских дорог, сегодня превратился в байкпакинг. На самом деле Tuscany Trail — это велосипедное приключение по местам, где можно без проблем покушать в какой-нибудь таверне, снять комнату, но мне интереснее палаточки. Я люблю такой формат. Уровень участников супер фан. За первые 15 минут в гору я обогнал человек 30. Продолжаем легко. Первый день Tuscany Trail. Небольшой отчет. На фоне можете видеть голову мужика, который купается в море. Первый день Tuscany Trail оказался жестче, чем я думал. Во-первых, из-за того, что срабатывает все-таки инстинкт соревновательный. Хотелось проехать больше, быстрее, обогнать больше людей, но этих людей было так много, что стартовав в 3 часа, через 2 часа после возможного старта, в принципе, я ехал и встречал десятки, сотни велосипедистов. Они ехали и на электробайках, наверное, маленькую дистанцию, короткую. Они ехали с попугаями, они ехали с собаками. Довольно жестко было ехать с спусков каменистых, просто на тормозах постоянно, практически спешиваясь.
Доехав до 80-го километра, нужно было углубляться вглубь страны, вглубь континента, уезжать от моря. И я решил, что не стоит того. Это было уже где-то 7:30. Нашел замечательный кемп за 9 евро. И замечательно переночевал. Сегодня по плану больше, чем я рассчитывал, потому что нужно догонять график. Около 160 километров нужно будет сделать и где-то 1500 набора. Вокруг питания дают такие рогалики и пиво. Как дают? Купить можно. Как я прекрасно покушал в деревне Пагани. Самая вкусная паста в моей жизни на пластиковой тарелочке. А эспрессо просто не хочется запивать. Я уже еду минут 10 и не хочется запивать этот кофе, этот вкус шикарный. Пошла жара. 5 километров. 300 метров набора. Кто-то уже идет пешком.
Доброе тосканское утро. Вчера был второй день. Вчера нужно было догонять то, что я не успел в первый день. Поэтому проехал 160 километров и 2400 метров набора высоты. Так что это было довольно жестко. Но на самом деле сама трасса очень жесткая и не для новичков абсолютно. Хотя и очень красивая. Очень сложные подъемы и опасные спуски. Даже писали где-то, что какой-то человек даже погиб. Видимо, где-то на спуске не вписался в поворот. Не знаю, правда или нет. Но без подготовки, без опыта сюда лучше не лезть. Трасса очень классная, особенно в Тоскане. Едешь с двух сторон виноградники, и возле этих виноградников какой-нибудь старая крепость, особняк в прекрасном состоянии. Людей очень много, но чем дальше продвигаюсь, тем их становится меньше. Я бы сказал, что половина — это англичане и немцы. Причем, если немцы, то это чаще всего такие уже люди в возрасте, ближе к дедушкам. И они нормально так вваливают. А англичане — это примерно возраст 40-45 лет. Видно, что люди совершенно не спортивного такого склада. Некоторые с пузиками, но они выбирают так проводить время с друзьями. Едут целой компанией, вечером сидят человек 5-7 в баре, пьют пиво. Да, вчера был неприятный сюрприз с самого начала. Лопнуло крепление багажника. Дальше как будто бы не поедешь. Я его слишком перетянул с утра второго дня. И посмотрел, что багажник немножко ходит чуть-чуть, поэтому перетянул еще немного. Ну и он, естественно, на первой кочке, на первой яме лопнул. Починил стяжками, но он ходит со стороны в сторону, не жестко. Ваши ставки на сколько хватит? Наверное, 2 раза останавливался. Первый раз чинил, и второй раз чинил, укреплял. Потратил, наверное, там часа полтора на это все. Ну как-то держится. Сделал какую-то систему сдержек и противовесов. 160 километров этот багажник уже проехал. Надеюсь, еще 200 проедет.
Sì, lo so. Dopo San Gimignano. Доброе утро из горной итальянской деревушки. Вид у меня не очень выспавшийся, потому что было довольно прохладно в палатке. И на самой-самой высокой точке практически горы там стадион, на котором играют местные будущие звезды футбола. Вчера день прошел в таком расслабленном режиме, было много красивых городов, через которые нужно было проезжать. И надо сказать, что организаторы и архитекторы маршрута — это просто люди, которые очень любят свою страну и любят грэвел. Они проложили просто по потрясающим местам этот маршрут. Местами он красивый, безумно красивый, местами он очень сложный. Вчера невозможно было в некоторые горки просто заехать, тем более на моем шоссейнике. Первый раз спешился, иду пешком. Ну и к черту, 15%. Но в принципе все было довольно комфортно, несмотря на то, что набор снова был около 2500 метров. Проехали вчера. Проехали, я уже говорю, проехали, потому что я поляков догнал. Mamy wentyl, nie bierze ludzi na jedzenie. Jak tak można? To jest absolutnie nie fair play. Доехали мы до кемпа на отметке 130 километров за вчерашний день. Сейчас до финиша остается 80 километров. Сейчас длинный спуск с горы, около 10 километров, а потом 10 километров еще в гору. Это будет последний такой мощный подъем. To na oszusty musiał wyjechać. Do 20 mała i to spierdolę, nie? Последний серьезный набор. Buona aspettata, sono arrivati. Sta tutto bene? Portafoglio no? Uno!
после ремонта. Он должен зажиматься на штыре, но он не зажимался. По сути, он висит на штыре здесь и висит на седле. Ходит из стороны в сторону, но я повесил сумки ближе к заднице, буквально заднице, чувствую каждую сумку. Я думаю, что если он проехал 300 с лишним километров, то еще бы 1000 проехал в таком состоянии.